Криптоэнтузиастики, миллионеры, ну что, приветствую вас на канале. Итак, тот самый альтсезон, которого мы заслужили с вами, тот самый альтсезон. На данный момент мы видим то, что какие-то щитки начинают отстреливать на 2, на 3 икса. И в принципе, может быть это такое, что уже финальный отстрел разных щиточков перед погружением глубоким на медвежку. Все может быть. Ситуация очень опасная. Мы с вами вчера разбирали интересные графики, где находятся альткоины. И они показывают, вроде бы, как альта собирается делать разворот. Но там могут сделать еще третью дивергенцию. Это может быть обманка, а третья дивергенция, если будет делаться, то это еще одно погружение по альте. Итак, биток у нас 2%, эфириум 3,5%. Ну все у нас неплохо держится. Такое ощущение, вот как в 2021 году было тоже. Биток стал, коррекцию сделал. Высоколиквидные активы сделали рост, ну такие как BNB, Solana, там Ethereum, XRP, XLM, Bitcoin Cash, Litecoin только не делал, биток рос, Zcash рос, Link рос, Hebera росла. И все, биточек наш остановился, дальше движений нету. И начинают отстреливать сейчас вот щитки с какого-то там 10-го дна. И это, в принципе, уже завершение вроде. Ну, такое. Ситуация сложная, конечно. Будем смотреть. Я думаю, что по факту, если есть какая-то прибыль, нужно фиксировать ее. И, конечно же, не нужно забывать двигаться по тренду. Сейчас у нас эти щитки отстреливают. Я выделил небольшую часть капитала и просто-напросто щипаю. Там где-то 30%, там 20%, там 40%, там 50%. Смотря где получится у нас что-то сделать. Итак, ICP. Его здесь нету. Я зашел был в ICP. Посмотрим, что... вот он. Уже 2 икса практически есть. Зашел я в ICP по $5. Ну, тут у нас получается... уже есть небольшое движение. Уже, в принципе, можно фиксировать. Ну, там где-то процентов 25 есть. Ну, я подожду, посмотрим. Мало ли, может, к 8 баксам ICP и улетит. В принципе, вот так вот. Смотрим, да, так неплохо. Зашел котлетой, хоп, 3 икса забрал и ушел. Вот такой тебе альтсезон. И глобально ICP, практически никуда не двигается. Если многие покупали в слез Сатоши по $9, то... здесь уже вот движение есть. Итак, давайте посмотрим, что нам показывает биток, какие сигналы, потому как вроде бы как биток развернули, но это может быть очередной отскок и формирование медвежьего флага здесь. Вот что. Как у нас было вот здесь вот сформировали медвежий флаг и вниз. Аналогичная ситуация. Сформировали медвежий флаг и вниз. Такими медвежьими флагами мы можем добраться до $90 тысяч как минимум. А там у нас гэп есть. И, конечно, вообще не хочется, конечно же, увидеть этого падения. Что у нас по MACD? Это у нас 30-минутка. Давайте посмотрим на дневке. Здесь у нас, в принципе, сильнейшее погружение. Пока что на MACD разворота не виднеется. Что у нас по сигналам? На дневке был сигнал на продажу и смена тренда, падаем вниз. На дневке просто вниз падаем. На недельке у нас на данный момент на продажу сигнал был еще летом. Все, больше ничего такого интересного не было. На 4-часовике у нас был сигнал на покупку. Довольно-таки неплохо. Буквально вчера в 6 часов утра у нас был сигнал на покупку. Мы вчера, в принципе, не смотрели сигналы. Нужно каждый день их рассматривать. Иногда бросаю в телегу, если есть какие-то интересные изменения. Но сигнал на покупку есть. И это у нас такой на 4-часовике среднесрочный сигнал. То, что вроде бы как тренд меняется. Но не нужно забывать то, что у нас тоже здесь был сигнал на покупку и дальше вниз. Может быть такое, что медвежьими флагами вниз. Вот что. И как раз альткоины отстреливают те самые 2-3 икса. Никто, конечно же, не выходит в минус, потому как у всех минус, ну а кто-то забирает прибыль. Вот что. Я думаю, что нужно двигаться по тренду. Zcash у нас $500. Смотрите, пробил просто 500 баксов. Но хотелось бы увидеть такую какую-то ракету у себя в портфеле.
как Zcash. Трамкоин у нас потихоньку восстанавливается 8,6. Подержу, посмотрю, мало ли может его пульнуть где-то на $20. Там зафиксирую. Давайте-ка мы посмотрим эфириум. Теперь-ка эфириум нам нужно посмотреть, что нам рисует эфириум. Эфириум может быть такое, что завершил свое коррекционное движение. Если даже мы не погружаемся на медвежку, то по эфиру у нас здесь ситуация вообще шикарная. Мы, в принципе, здесь может быть такое, что завершили коррекцию. Если мы посмотрим движение, которое у нас здесь состоялось, то у нас коррекция к 0,5 уровню. Вот у нас 0,5 уровень. Мы откорректировались вот этим вот фитилем. Это 3200. Здесь пиковые значения были 3,50 по эфириуму. На недельке у нас здесь пока что есть небольшой откуп. И если здесь коррекция завершилась, на дневке у нас такое вот движение, вроде бы как откупы есть. И если здесь у нас коррекция завершилась на эфириуме, мы можем прикинуть, что в дальнейшем будет еще продолжение роста. А продолжение роста мы можем накинуть Фибоначчи. Следующая глобальная цель это у нас $6000. В принципе вот так вот. Ну и конечно же еще одна цель это 7800. Если конечно же у нас завершилась коррекция, и мы в дальнейшем будем расти. Но мы пока что этого не знаем. Потому как просто вероятность погружения на медвежку очень велика. Вот что. Потому как биток уже по временному интервалу полностью уже сходил на... завершает свою бычку. Так, на дневке у нас эфириум есть сигнал, что здесь вроде бы как будем падать. Но правда этот был сигнал еще 3 числа. И мы в принципе упали за эти 3 дня. Если мы посмотрим на недельку, здесь у нас аналогичная ситуация. То, что вроде бы как мы будем падать. Если мы посмотрим на 4-часовике, то у нас здесь сигнал буквально 5 ноября. То, что эфириум нужно покупать. И краткосрочный сигнал у нас показывает то, что действительно здесь лонговая ситуация на эфире. На продажу пока что нету здесь никаких сигналов. Будем наблюдать с вами. Будем наблюдать, смотреть. Я думаю, что можно поучаствовать и нужно поучаствовать в таких вот краткосрочных трендах, которые нам дают альткоины. Нужно рисковать, отщипывать хотя бы 15-20% прибыли, потому как альты зашевелились. Если взять альткоины, допустим, в сентябре, то они практически не двигались. Мы стояли просто мертвые. Там было какое-то небольшое движение, там на 2, на 3%. Сейчас намного круче. За сутки некоторые альткоины, мы видим, дают 20%. И это шикарно. Шикарно, но я, конечно же, вам не рекомендую лезть на фьючи. Просто на споте можно отщипывать где-то какую-то прибыль. Воспользуйтесь этими трендами и щипайте. Правда, соблюдайте риски money менеджмента. Можно, конечно, на Binance, ссылка на данную биржу есть в описании под видео, ставить стопы прямо на споте, поставили стоп, если монетка падает вниз, просто-напросто, все, вас выбило по стопу и вы не ушли в минус. Также 1 инч у нас там показывает движение, если мы посмотрим 1 инч, то у нас, в принципе, здесь есть коррекция, и он показал движение. Можно, конечно же, поучаствовать в этом всем деле, потому как мы, смотрите, 4 часа, да, сигнал на покупку, оп, движение на 23 цента, откатили, и сейчас можно здесь попробовать рискнуть. Зайти на 24% была просадка. Вообще 1 инч с дна у нас показал 65%. Это небольшое движение, и мы практически даже не восстановились. Может быть такое, что 1 инч уйдет в диапазон $25-26. Можно, конечно же, попробовать на откате взять после какой-то проторговки. Мало ли он развернется. Все может быть. Но здесь импульс у нас хорошенький. Такой 2 часа ночи. 1 инч в 21. Здесь вот можно было, конечно же, еще вчера вечером его брать. Я к нему присмотрелся, но ночью, в принципе, так. Так, что у нас по MACD? MACD здесь у нас не хочет работать на часе.
Давайте на трехчасовике посмотрим. Тоже аналогичная ситуация. На часе MACD у нас, в принципе, здесь коррекционное движение, да, так скоро здесь появится красная точка, это типа на продажу. На 4-часовике у нас здесь лонговая точка, здесь тоже у нас лонговая ситуация. Ну, в принципе, вот таким макаром можно двигаться по тренду. На 30 минутке у нас здесь идут пока что продажи. В принципе, вот так вот. Но к 1 инч можно, в принципе, тоже присмотреться, мало ли, может там каких-то пару процентов роста он даст. В принципе, вот так вот. В принципе, вот так вот. Многие сейчас лонгуют. Я не рекомендую. Фьючи лучше не трогать. В принципе, вот так. Что у нас по доминации биткоина? Доминация биткоина у нас на данный момент... Ну, вчера был небольшой откат. Сегодня опять зеленая... Это у нас 4-часовичок. Давайте на дневке посмотрим. Сегодня второй день на отката у нас. 3 дня мы падаем. 4, 5. И сейчас мы тоже вот потихоньку здесь вот начинаем снижаться. Но мы все равно находимся в таком вот медвежьем канале. И хочется, конечно же, увидеть падение доминации. Но она у нас пока что не падает. На 4-часовике все вот так вот выглядит. Вроде бы, когда сейчас вот пойдем вниз. Что у нас по доминации альткоинов? Давайте-ка посмотрим, что у нас по доминации альткоинов. И альткоины у нас ну просто-напросто свалились вниз. Доминация альты падала на 5%. Мало ли здесь они отрисуют красивое донышко, которое было и на битке в 2022 году на днище. Здесь вот могут отрисовать такую вот структуру. Мы резко упали, потом раз, вроде бы как восстанавливаемся вниз, и вот так вот мы выходим. Но это нужно, конечно же, на это все какой-то период времени. Хотелось бы, конечно, увидеть, чтобы доминация альткоинов пришла в диапазон 12%. Это у нас значение декабря 2024 года. И я думаю, что может что-то бы у нас бы в этот момент бы отстрельнуло бы. Ну, в 12% мы быстро не уйдем, с какими-то, может, проторговками, конечно же. Многие сейчас вангуют то, что у нас начинается медвежка и все пропало, типа. Но я думаю, что альткоины все равно могут что-то показать. Могут они что-то показать, будем на это, конечно же, с вами надеяться. И также мы здесь видим зеленую точку. Это говорит нам о том, что, ну, вроде бы как лонговая ситуация по доминации альты. Мы видим то, что есть зеленая точка. Это у нас на дневке. Это у нас на дневке. И точка у нас появилась 23 октября. Пока мы что двигаемся. Двигаемся вроде бы все неплохо. Все у нас здесь неплохо. Сентябрь у нас было падение. Июль тоже падение. Здесь было у нас движение. Ну, конечно же, до сентября двигались, но не очень сильно, конечно же. Но тренд хороший здесь вот задается. Также у нас был тренд, вот мы видим февраль 2025 года. Просто шикарнейший тренд у нас был. Так, тут у нас, если на недельке посмотреть, красные точки. Смены тренда пока что нету. Смена тренда будет конкретно выражаться, если мы полностью поглотим все падение, которое у нас происходило. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Но есть пока что тренды по альте. Нужно пробовать рисковать и забирать какую-то прибыль, пока что дает рынок. Также у нас доминация альты в нисходящем клине. А когда этот нисходящий клин, то его нужно желательно проторговывать. Здесь покупать, вверху продавать, внизу покупать, вверху продавать. Мы практически внизу вот здесь и до верхней границы клина пока что не дошли. И в принципе здесь мы прикольно отрисовали выход с этого клина. Вот отрисует такое двойное дно. Потом мы коснемся, наверное, верхней границы клина, откатим, опять подойдем, пробьем, пойдем на ретест данного клина. Может быть такое. И только-только здесь уже конкретный глобальный будет разворот по альткоинам. Все это очень быстро не происходит. Это происходит очень медленно. Но пока что есть какие-то движения, нужно, конечно же, не забывать фиксировать прибыль. Не забывать
забирать какую-то прибыль. Рынок, если дает возможности, нужно ними воспользоваться. В принципе, вот так вот. Быстренько пробежались по сигналам по битку, по эфиру. По битку ситуация сложноватая. Мы там можем отрисовать медвежий флаг. По эфиру вроде бы как все четко. Будем надеяться, что, дай бог, случится какое-то чудо, и мы с вами увидим продолжение лонгового тренда на крипте, а дай бог, может, у нас будет и эйфория, потому как эйфории не было. Ну, нужно не забывать о том, что у нас есть раскорреляция. Мы с вами даже можем увидеть альтсезон, несмотря на то, что биткоин падает. Вот мы видим то, что биток падает, а такие монеты, как Zcash, Dash, они растут на десятки иксов. Этот рынок любит удивлять. Мало ли может быть такое, что еще какой-то гэм, который у вас есть в портфеле, тоже отстрелит. Можно, конечно, присмотреться еще к монетке сей. Вот сей вот здесь у нас практически движения не давала. Мы видим то, что, ну, видно, да, она практически еще движения не давала. Здесь можно, в принципе, каких-то процентов 20-30, я думаю, что отщипнуть по данному проекту. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи, мирного неба. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока.